Приветствую вас, мои дорогие зрители. И все-таки история очень интересная штука. Когда, побывав в каком-либо ничем не примечательном месте, узнаешь очень много интересных фактов о его обитателях, об их судьбах, и порой удивляешься, когда в процессе поиска информации всплывают известные фамилии, ранее связанные с этими местами. Так и сегодня узнаем об одном очень по-своему знаменитом человеке, хоть и косвенно, но связанном с этим местом. Итак, мы в небольшом латвийском поселке Сея, где расположена заброшенная усадьба. А еще здесь есть 450-летний очень гигантский дуб, толщина которого составляет 9 метров в обхвате и является вторым по толщине и четвертым по высоте в Латвии. Высота дуба 23,5 метра. Итак, говорят, что на территории имения, где позже была построена усадьба, раньше было Сейское городище. Прошли века, и на этих землях образовалось имение Энненберг, которое в 1577 году было куплено Йоханнесом Цоге. И с тех пор имение носило имя Цогенхоф. А нынешнее название поместья происходит от фамилии одного из владельцев, которого звали Андрес Сея. Но теперешнее разрушенное здание усадьбы было построено в далеком 1766 году. Несмотря на совсем плачевное состояние, мы все-таки рискнем зайти внутрь усадьбы, и остается только надеяться, что на голову ничего не свалится. Всего в помещении усадьбы было 22 комнаты: большой, голубой и розовый залы, комната хозяйки, комната дворецкого и так далее. А одна из комнат использовалась для ремонта и пошива обуви. А в столовый потолок был украшен летающими ласточками на синем фоне. Теперь ласточек и других пернатых также можно увидеть, и тоже на синем фоне, но уже сквозь разрушенную крышу усадьбы. Раньше усадьба располагалась рядом с озером, которое впоследствии было осушено, и после 1905 года на картах этого озера уже обозначено не было. Так чем же все-таки интересна эта усадьба? Наверняка все знают историю о знаменитом бароне Мюнхгаузене. И даже, наверное, многие читали в детстве небылицы о невероятных похождениях барона. И как бы там ни было, но за бароном после этих рассказов, написанных Рудольфом Эрих Распы со слов барона, закрепилась слава великого лгунишки. Когда престарелый барон Мюнхгаузен прочитал эту книжонку, он пришел в ярость. А вот некоторые факты о бароне далеко не всем известны. В 1744 году поручик фон Мюнхгаузен командует почетным караулом, встречавший в Риге невесту цесаревича, принцессу Софию Фредерику Ангальцепскую, которая впоследствии стала императрицей Екатериной II. И в этом же году барон женится на рижской дворянке Якобине фон Дунтен. Так вот, Якобина фон Мюнхгаузен – первая жена знаменитого барона Мюнхгаузена, урожденная фон Дунтен. Отец Якобины занимал должность судьи в Риге, и о нем шла слава как о человеке строгом, но справедливом. Но дворянский род Дунтен был известен с начала 16-го столетия. Одна ветвь представителей рода Дунтен в первой половине 16 века переселилась в Лифляндию и была внесена в Лифляндский дворянский мартикул. И с 1751 года поместье, где мы сейчас находимся, перешло во владение роду Дунтен. Поскольку у владельцев поместья была недвижимость и в других местах Лифляндии, в Дунте, Мурмыже и Скулте, а также в Германии, то эту усадьбу в основном использовали в качестве летнего места для отдыха. А во время отсутствия хозяев за усадьбой присматривал специально назначенный управляющий поместьем. А что же наш барон? Не думаю, что нога знаменитого барона ступала на территорию поместья, так как в годы строительства усадьбы ротмистр Мюнхгаузен берет годовалый отпуск для исправления крайних и необходимых нужд и уезжает в Боденведер, и впоследствии в Россию так и не вернулся. В 1754 году был отчислен как самовольно оставивший службу, но до конца жизни он подписывался всегда как ротмистр русской службы. Бурные революционные события, случившиеся в Российской империи, а затем начавшаяся мировая война и последующее образование латвийского государства внесли свои горькие коррективы в дальнейшую судьбу поместья и его хозяев. После того, как в 1920 году в результате аграрной реформы латвийское государство конфисковало поместье у семьи фон Дунтен. Земля была разделена на более мелкие части, и в здании поместья был создан клуб.
Во времена советской Латвии в здании усадьбы располагались клуб и контора колхоза «Коммунарс», а также библиотека. В начале 90-х годов в усадьбе еще действовала контора второго округа колхоза «Коммунарс», а в настоящее время здание сильно обветшало и находится в руинированном состоянии. Восхищение и восторг, которые когда-то испытывали гости сельского поместья, давно в прошлом. Теперь это забытое, заброшенное и разрушенное здание, ничем не выдающее случайным путникам своей былой славы. Такая вот получилась история успеха, которую даже не хочется комментировать. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.